Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 28 февраля, последний день зимы. Мы с вами проводим промежуточный выпуск. Завтра весна. Это, конечно, не новость, это очевидный факт. И я уверен, что весна пробудит надежду в сердцах наших уважаемых зрителей и слушателей. Я в это верю. Знаете, да, что вера, надежда, любовь все побеждают. Мы уверены в том, что перемены уже близки. Надеюсь, весна подарит нам более оптимистичные события, чем те, которые дарила зима. Так, теперь давайте перейдем к нашему выпуску. Хочу сразу попросить всех наших уважаемых зрителей и слушателей, которые нас поддерживают, поставьте, пожалуйста, лайк авансом. И в конце нашего выпуска, после того, как просмотрите, пожалуйста, оставьте комментарий минимум 5 слов. Также хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые смотрят нас на территории России и Республики Беларусь. Смотрите, пожалуйста, наши выпуски с включенным VPN. Все, со вступлением все. И начнем. Начнем с того, что сегодня появились сегодня спутниковые снимки того самого печально известного военного аэродрома в Республике Беларусь, на котором произошел недавно инцидент с повреждением самолета. Мы говорили неоднократно, и вы, наши уважаемые зрители и слушатели, тому свидетели. Я говорю, что с выводами торопиться не стоит. Президенту России Владимиру Путину был доклад, в котором говорилось, что самолет не получил значительные повреждения. Повреждения получил, но повреждения незначительные, и самолет может передвигаться. Более того, мы не стали специально уточнять, какой самолет был поврежден, потому что, еще раз напомню, даже в докладах Владимиру Путину было указано 2 различных самолета. Так вот, сегодня спутниковые снимки показали, что тот самолет, на который указывали практически все телеграм-каналы, и говорили, что самолет серьезно поврежден, внешне этот самолет выглядит абсолютно целым. Еще раз повторяю, конечно, снимки спутниковые, что-либо детально разглядеть навряд ли получается, но выглядит самолет целым. Поэтому, когда мы оперируем информацией, мы всегда оперируем информацией осторожно. Даже та информация, которая поступает президенту России, даже она бывает ошибочной, и мы всегда очень избирательно к этому подходим. Мы считали своим долгом и необходимостью этот материал опубликовать, но сделали специальные оговорки. И, как видите, мы практически всегда оказываемся правы. Я говорю практически, потому что всегда оставляю какой-то процент на ошибку. Мы все-таки люди, и, как и все люди, иногда ошибаемся. Но к нашей информации мы подходим очень и очень тщательно, и все всегда проверяем и публикуем только то, что мы получаем из полностью проверенных источников, которыми являются наши друзья. И более того, мы знаем и утверждаем только то, в чем уверены. Поэтому, если есть некоторые сомнения, мы всегда вносим поправки, всегда говорим о том, что, скорее всего, к этой информации надо относиться осторожно. Как видите, мы правы. Теперь еще один момент. Сегодня с утра мы опубликовали пост, в котором рассказывали о ЧВК «Редан», молодежное движение. Мы вчера с вами это обсуждали в нашем промежуточном выпуске. И сегодня на коллегии ФСБ, мы сразу переходим к сегодняшним новостям, ведь сегодня Путин выступил на коллегии ФСБ. Был действительно Путин, этим людям он более-менее доверяет, и, по крайней мере, тем людям, которые собрались в зале, люди проверенные в основном, и Путин рискнул появиться собственной персоной на коллегии. Это заметно, как Путин произносит текст, как он читает с бумажки. Здесь сомнений быть особо не может. Это я вам рассказываю для того, чтобы вы начинали понимать и разбираться, где, собственно говоря, двойник, а где президент. Понятно, что двойник в скором времени будет пытаться перенять полностью все манеры и повадки того человека, который является реальным президентом России, а именно Владимира Путина. И довольно скоро, я думаю, что
в повадках и ну, давайте так опять-таки назовем, в стиле поведения. Двойник будет практически идентичен. Ну, посмотрим опять-таки. Все равно быть на 100% идентичным никто не может. Я уверен, что вы это понимаете. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать. Теперь вернемся к коллегии ФСБ. Во время коллегии ФСБ Путин, либо сразу после, я, честно говоря, сейчас запамятовал, он утвердил утвердил выделение новых средств на борьбу с так называемыми молодежными агрессивными движениями. То есть не зря старались, да, раздували эту тему с ЧВК «Рейдан», который Путин действительно испугался. Путин боится любых движений, которые он не санкционирует. Любой хаос, который сеет не он, это, конечно, для Путина воспринимает как опасность и как удар по его системе власти, которую он выстроил. Ну, опять-таки, надо отдать должное, эту систему власти в России выстроил именно Владимир Путин. Путин испугался не на шутку, мы об этом говорили сегодня в нашем утреннем материале, который вышел у нас на телеграм-канале. И мы видим, да, реакцию. ФСБ получила новый бюджет на борьбу с невиданным доселе явлением, таким как агрессивное молодежное движение. Насколько реальна опасность, ну, можете судить хотя бы потому, что люди смотрят, я имею в виду дети, ну, ведь это дети, люди от 14 до 18 лет, все-таки по большей части дети. Смотрят мультфильмы абсолютно идиотские, это моя личная оценка, я уверен, что многие не согласятся, но не суть важно. Смотрят глупые мультики и пытаются перенять какую-то культуру, которую исповедуют герои этих мультфильмов. Глупость полнейшая. Это я сразу вспоминаю старую шутку. Вы в мультиках не снимались, помните, да? Ну, люди старой формации, конечно, безусловно, помнят эту шутку. И судя по тому, что сейчас происходит, Путину пора сниматься в мультиках. Глупец, даже не просто глупец в Кубе. Не на Кубе, как Фидель Кастро, да, Фидель Кастро на Кубе был, а Владимир Путин глупец в Кубе. Далее на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал усилить работу контрразведки и призвал бороться с мразью, по-моему, как-то он там так назвал, который желает расчленить страну, то есть, видимо, с Владимиром Путиным. Ведь страну мечтает расчленить именно Владимир Путин. Именно он заикается о том, что страна может быть расчленена на несколько частей. Все это, конечно, фантазии. Любой человек, который хоть маломальски критично умеет мыслить, понимает, что для Запада это страшный сон распад России. Страшный сон. Имея первый арсенал в мире ядерного оружия, распад России грозит хаосом во всем мире. Любые террористические организации, пожелав получить ядерное оружие, я думаю, за совсем небольшие деньги сможет приобрести его у любого субъекта, на который распадется Российская Федерация, в случае, конечно, распада. Конечно, Запад ни в коем случае не хочет распада России и будет любые средства применять для того, чтобы Россия не распалась. Будет идти на контакт с Путиным, будет идти на контакт с силовиками, если они придут к власти, будет контактировать в формате, я имею в виду, официальном, в неофициальном, в полуофициальном, в любом. И будет, конечно, все будет делать для того, я имею в виду Запад, чтобы Россия ни в коем случае не распалась, чтобы власть была целостной и чтобы режим мог удерживать, каким бы он ни был. Демократический, недемократический, для того, чтобы ядерное оружие не расползлось по всему миру, Запад будет стараться поддерживать любой режим. Поэтому, когда Путин рекомендует бороться с мразью, здесь надо понимать, что мразь — это именно Путин. Намекает, видимо, сам на себя. Теперь давайте перейдем к ударам, которые нанесли сегодня беспилотники. Мы пока не будем говорить и обвинять какую-либо сторону, либо констатировать факты.
Вернее, наоборот, мы будем только констатировать факты, но не будем говорить, кто применял эти беспилотники. Сегодня масса беспилотников рухнули в разных регионах России. И что, конечно, с одной стороны говорит о полностью дырявом ПВО, который находится на территории России. Потому что, по-моему, там совсем малый процент из тех беспилотников, которые рухнули по причине уничтожения средствами ПВО. Все остальное там были абсолютно другие причины, причем некоторые беспилотники ударные достигли цели. Мне сложно говорить, были ли, то есть те объекты, куда попали беспилотники, были ли это целью, или попали туда по ошибке, говорить очень сложно. Еще раз, мы даже в данном случае не намекаем, кто бы мог запускать эти беспилотники, поэтому скажем, как минимум, то, что российская система ПВО дырявая. Дырявая это начинают понимать все, и мы с вами тоже прекрасно понимаем, если на сегодняшний день большинство беспилотников не достигло своих целей, ну, как видно, то не исключено, что в скором времени все-таки цели будут достигнуты. Ну, настойчивость, как мы знаем, города берет. Поэтому все только начинается, видимо. Так, мы сегодня с вами обсудили уже прилично тем. И я хочу вам сказать, наши уважаемые зрители и слушатели, что мы вас любим, это искренне. Завтра весна. Я думаю, что хорошее настроение всем будет обеспечено этой весной. Мне так кажется, по крайней мере, эти события. Если я ошибаюсь, опять-таки, будем надеяться, что лето принесет более яркие эмоции. Есть поводы надеяться. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Будем на связи и услышимся с вами уже завтра. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.